Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный шоколадный кето-чизкейк. Шоколадный кето-чизкейк — это идеальный десерт для всех, кто любит шоколад и выпечку из шоколада, но при этом не употребляет сахар, глютен и любые быстрые углеводы, вызывающие скачок глюкозы в крови с последующей инсулиновой реакцией. Процесс приготовления простой, а шоколадный чизкейк очень вкусный и нежный. Более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для приготовления песочной основы амарантовые хлопья пробиваю в блендере до очень мелкой крошки. И вместо хлопьев вы можете использовать любое безглютеновое печенье, подходящее для кето. Добавляю растопленное сливочное масло. Перемешиваю песочную основу, чтобы масло полностью вмешалось в крошку. Всыпаю корицу и перемешиваю. Вот такая песочная основа, которая держится на стенках чаши при нажатии, получилась. В разъемную форму выкладываю всю песочную крошку. Утрамбовываю крошку рукой к дну формы, чтобы получился песочный корж. Убираю форму с песочным коржом в морозильную камеру. Для приготовления шоколадного суфле в стеклянную чашу с творожным сыром устанавливаю на паровую баню. На противень вливаю 1 литр воды. Убираю противень с водой в духовку на нижний уровень. Как только вода закипела, в чашу добавляю шоколад, сливочное масло и сливки. Периодически помешиваю ингредиенты, чтобы получилась шоколадно-сливочная масса. Как только шоколадная смесь разжижилась, активно начинаю вымешивать ее ручным венчиком, чтобы крупинки от творожного сыра разошлись в общей массе. Снимаю чашу с паровой бани и в белки добавляю эритритол. Взбиваю на высоких оборотах миксера до устойчивой плотной меренги. Вот такая пышная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, у меня получилась. В шоколадно-сливочную смесь добавляю желтки. Интенсивно перемешиваю, чтобы желтки полностью соединились в общей шоколадной массе. В шоколадную смесь добавляю всю взбитую меренгу. Осторожными движениями сверху вниз вымешиваю обе смеси до получения единого шоколадного суфле. Вот такое шоколадное суфле получилось. В форму из морозильника переливаю все шоколадное суфле. Убираю форму в разогретую до 150 градусов духовку на 1 час. Затем убавляю духовку до 120 градусов и выпекаю 1,5 часа. Выпекать необходимо в режиме вверх-вниз без конвекции. Перед остыванием чизкейк необходимо отделить мокрым ножом от бортов формы, чтобы не появились трещины после того, как она немного осядет. Оставляю чизкейк на столе, чтобы он остыл, а затем убираю в холодильник до полного охлаждения. Шоколадный кето-чизкейк по данному рецепту имеет яркий вкус шоколада и нежную текстуру с влажной основой. Шоколадный чизкейк — это настолько вкусный десерт, что ничем не уступает традиционным чизкейкам. А благодаря тому, что чизкейк не содержит сахар и глютен, он отлично подходит для людей с плохой толерантностью к инсулину, а также кто следит за сахаром в крови, либо кто худеет и не хочет набрать лишний вес. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.